Привет, друзья! Сегодня в Германии сразу несколько тем, которые могут изменить политическую и экономическую карту страны. В крупнейшей земле, Северном Рейне-Вестфалии, решается, кто получит власть в городах и районах. Выборы называют главным испытанием для партий. Но этим все не ограничивается. В Нижней Саксонии союз Сары Вагенкнехт заговорил о возвращении российского газа и выступил против усиления оборонной промышленности. Автопром тем временем переживает серьезные трудности. Прибыль ведущих концернов сокращается почти вдвое, а в Китае все громче обсуждают требования режима работы 996. Добавлю к этому дискуссию зеленых о возможном запрете альтернативы для Германии АДГ и тревогу на заводе Volkswagen в Оснабрюке, где под вопросом тысячи рабочих мест. Вы увидите, как это все складывается в одно большое полотно, где одно событие цепляется за другое, и сможете отследить, какие решения в Германии будут иметь самые серьезные последствия. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить разборы этих тем, и напишите культурно в комментариях прямо во время просмотра, что вы думаете о происходящем. Итак, в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия проходит важная муниципальная кампания – коммунальные выборы, где избираются мэры, городской и окружные советники, а также представители районных и городских органов власти. Всего на выборах будут распределены, внимание, почти 20 тысяч мандатов в 396 городах и общинах. В выборах участвуют около 14 миллионов избирателей. Это самая большая муниципальная акция года в Германии и первый реальный тест настроения граждан после досрочных парламентских выборов в феврале 2025 года. Христианско-демократический союз ХДС стремится удержать традиционное лидерство в регионе. Я напомню, в 2020 году он получил около 34,3% голосов, но это было худшим результатом за всю историю. Социал-демократы СДПГ тогда набрали примерно 24,3%, зеленые достигли рекордных 20% и впервые выиграли мэры в таких городах, как Ахен, Бонн и Вупперталь. Партия «Альтернатива для Германии» АДГ может в этом году значительно улучшить свой результат. По опросам есть шанс, что ее поддержка вырастет до 14% или даже выше. Для федеральной правящей коалиции ХДС и СДПГ это испытание. Ее успех или неудача на этих выборах покажет, насколько устойчиво их положение и доверие избирателей. Если результаты будут слабее, может усилиться давление внутри самой коалиции и возникнут вопросы о стратегии и направлениях политики. И это еще не все. Партия «Союз Сары Вагенкнехт» в Нижней Саксонии призывает внимание к возврату импорта газа из России и против дальнейшего усиления обороны промышленности. Лидер Союза Сары Вагенкнехт по Нижней Саксонии Хольгер Онкен заявил, что снижение цен на энергию является ключевым условием для потребителей и бизнеса, и что газ из России нужно рассматривать как вариант, несмотря на критику. Онкен также выступил против концентрации промышленного производства на военной продукции, в частности против идеи расширения выпуска тяжелой техники и кораблей. По его словам, производство оружия не способно компенсировать потери в таких секторах, как автомобилестроение или судостроение, и может обернуться потерями рабочих мест, а не их созданием. Кроме того, союз Сары Вагенкнехт выступает за технологически нейтральную автопромышленность. По мнению Онкера, двигатели внутреннего сгорания с низким расходом топлива и гибридные автомобили имеют такое же право на существование, как и электромобили. Онкер назвал отказ от технологий, в которых Германия обладает преимуществами, индустриальным безумием. Союз Сары Вагенкнехт таким образом пытается занять четкую позицию: энергию по доступной цене, промышленность широкую и разнообразную, а не ориентированную преимущественно на оборону. Это заявление важно, оно показывает, как партия Союз Сары Вагенкнехт хочет отличаться в нижнесаксонской политике. А дальше автомобильные новости, которые вызывают обеспокоенность. Автопроизводители по всему миру столкнулись с серьезным спадом. По результатам первого полугодия операционная прибыль 19 крупнейших автоконцернов сократилась почти вдвое, с 84,3 миллиарда евро до 42,8 миллиарда евро. При этом общие продажи остались примерно на том же уровне. По мнению экспертов из консалтинговой фирмы, автомобильная отрасль Запада сталкивается не только с временными трудностями, но и с глубокой структурной перестройкой. Причиной это слабая продажа электромобилей, строгий ценовой конкурентный режим на ключевых рынках, высокие, кстати, затраты на трансформацию производства, проблемы в цепочках поставок и расходы на исправление дефектов авто. Эксперт Константин Галла отмечает серьезные трудности в отрасли
отрасли пока не завершены. Он говорит, что слабая экономика, неопределенность в политике и торговые тарифы будут продолжать оказывать давление на производителей. Некоторые компании уже сейчас работают с большими трудностями. Для них текущая бизнес-модель требует серьезной адаптации. Одним из отличительных признаков кризиса стала ситуация в Китае. Покупатели все чаще отдают предпочтение именно местным брендам, что делает сложнее экспорт моделей из западных автоконцернов. Чтобы справиться с кризисом, автопроизводителям придется принимать жесткие решения, сократить ассортимент моделей, отказаться от архаичных линий продукции, оптимизировать затраты и делать ставку на те сегменты, которые могут обеспечить прибыльность. Старые модели и громоздкие структуры уже не соответствуют условиям нового времени. А дальше еще интереснее. В Китае в некоторых технологических и стартап-компаниях широко распространен режим работы, внимание, под названием 9-9-6. С 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю, что дает 72-часовую рабочую неделю. Это вызывает критику. Сотрудники жалуются на выгорание, ухудшение здоровья и отсутствие баланса между работой и личной жизнью. Основатель Alibaba Джек Ма в свое время называл такую работу большим благословением для тех, кто хочет добиться успеха, и утверждал, что продолжительные часы – естественная часть карьерного пути. Однако многие эксперты и работники отмечают, что эффективность труда падает при чрезмерной нагрузке, а законодательство Китая формально устанавливает максимальную рабочую неделю примерно в 40-44 часа. Мнение большинства аналитиков, освещающих этот режим, таково. В Германии и Европе модель 9-9-6 не может быть перенесена напрямую. Работа по 72 часа в неделю возможна лишь в редких случаях и при полном контроле условий труда, компенсации и времени на отдых. Из этого можно извлечь урок. Высокая производительность важна, но она не должна достигаться за счет здоровья и благополучия людей. Технологические инновации, автоматизация, гибкие графики и поддержка работника – вот что позволяет сохранить работоспособность без перегрузок. И еще одна важная новость о политике Германии. Партия «Зеленых», внимание, инициировала новый шаг. Они пригласили руководство фракций из Христианско-демократического союза ХДС, ХСС, Социал-демократической партии СДПК и левых на разговор о возможности запрета партии «Альтернатива для Германии». Такое предложение поступило от сопредседательницы фракции Бриты Хассельман и Катарины Дрёге. Они считают, что ситуация требует обсуждения, поскольку, по их мнению, «Альтернатива для Германии» демонстрирует признаки радикализма. Однако в партии «Союз» и среди лидеров ХДС ХСС предложение встретили скептически. Председатель ХДС Фридрих Мерц и лидер ХСС Маркус Зёдер заявляют, что пока не видят юридически обоснованных оснований для процесса запрета. По их мнению, процедура может создать, наоборот, эффект политического давления и в итоге укрепить позицию «Альтернативы для Германии», а не ослабить ее. Социал-демократы СДПК, с другой стороны, выражают готовность участвовать в обсуждении, но предупреждают, что разговор должен быть реальным, а не только символическим. Министр юстиции Штефани Кубик из Социал-демократической партии Германии уже заявила, что для инициативы нужны доказательства, которые выдержат проверку в суде. Критики инициативы считают, что разговоры вокруг запрета партии могут ослабить доверие к демократическим институтам. Они предупреждают, если подобная мера будет предпринята без убедительной доказательной базы, это может привести к обратному эффекту, то есть усилению радикализации и недоверию граждан. Но давайте посмотрим на новости немецкой промышленности. На заводе Volkswagen в Воснабрюке, Нижняя Саксония, Германия, появилась обеспокоенность. Внимание, около 2300 рабочих мест находятся под риском, потому что производство Porsche моделей, делающихся там, завершится в 2026 году, а выпуск кабрио-версии Volkswagen T-Roc прекратится в середине 2027 года. Пока что нет планов, что придет на смену этим моделям. Работодатели из ассоциации Niedersachsen Metall просят правительство земли активнее действовать. Они предлагают привлечь компанию Rheinmetall, крупного производителя оборонной техники, вы знаете, чтобы та разместила производство на площадке в Оснабрюке. По их мнению, такое решение могло бы частично компенсировать утрату рабочих мест. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паперкер уже в июле говорил, что Оснабрюк в игре, если компании потребуются дополнительные производственные мощности.
Представители Volkswagen затем заявили, что рассматривают все варианты. Ведется результативная открытая дискуссия. Дебаты вокруг Osnabrück усиливаются в момент, когда Rheinmetall планирует именно расширение своего бизнеса, возможно, также покупка верфи Дюрсен в Бремени. Вопрос по Osnabrück становится символом, смогут ли автомобильные регионы адаптироваться к изменениям товарной структуры и сохранить рабочие места. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.